Дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале Изман Про. Сегодня мы побеседуем с президентом профессиональной лиги армрестлинга Игорем Мазуренко о перспективах развития армрестлинга на ближайшее время. И мы обязательно зададим ему вопрос, когда же армрестлинг увидит свой первый $1 миллион. Игорь, Вендетта 50, которая ожидает нас осенью этого года. Что ты связываешь лично с ней? Какие для тебя эмоции несет эта Вендетта? Ну, Вендетта 50 это определенный Рубикон, который нужно перейти. На самом деле все Вендетты, все события, которые мы строили, это какой-то элемент, часть огромного одного большого плана. Проекта, совершенно верно. То есть, если мы начинали делать вендетты, значит, мы обкатывали формат. Это был в 2003 году. В 2005 году появилась впервые камера на локте. И она появилась как раз на поединке Джона Брзенко и Тараса Ивакина в Ялте. Это тоже была какая-то часть большого гениального проекта. На сегодняшний день Вендетта 50, то количество звездных участников этой вендетты свидетельство тому, что мы уже можем, скажем, ангажировать в поединке самых звездных спортсменов. При этом понятно где-то, что каждое участие такого спортсмена связано тоже с каким-то расходом, большими расходами. Нечего скрывать, Вендетта 50 последний турнир на нашей карте, которая потом свяжет тот проект, который в будущем именно будет выводить наших участников, наших спортсменов на Олимп. Мы сейчас прорабатываем дорожную карту. Эту карту я обещал ребятам еще в августе месяце осветить и показать. На самом деле, чтобы вы понимали, это 200-250 страниц. Для того, чтобы объяснить эту дорожную карту, нам нужно это все отснять специальные обучалки, специальные фильмы, которые рассказывают, показывают, куда мы идем, в каком направлении, что нас больше интересует и что будет интересовать наших спортсменов в будущем. Кто будут партнеры будущего проекта? То есть сейчас я знаю, что есть команда. Есть команда PAL USA, которая занимается продвижением армрестлинга во всем мире. Мы знаем, как венец творения это Злотый тур, Кубок мира среди профессионалов и Вендетта 50, чемпионские поединки. Как планируешь глобально развивать армрестлинг? Кому ты презентуешь эту дорожную карту? Кто станет партнерами в глобальном понимании PAL USA? На самом деле нужно сфокусироваться на этом понятии дорожная карта. А была ли у нас какая-то дорожная карта? Ну, скажем так, есть на сегодняшний день определенные дорожные карты. То есть участники чемпионатов мира, Европы, Азии, континентов выступают и в одних частях света, мира. Эти ребята получают какие-то с этого какой-то профит, какие-то деньги. Другие же не получают вообще. В той части Восточной Европы, можно сказать, там, где есть грузинские команды, украинские команды, болгары, те же и другие, есть такое понятие, как мастер спорта. Мастер спорта международного класса. За океаном этого нет. За океаном этого нет. Но есть в этой восточной части, так званой. И здесь люди получают эти титулы, имеют возможность потом, скажем, в будущем получать до своей зарплаты какую-то прибавку какую-то к зарплатам, и уже не говоря о пенсии. Как ты говоришь, это какой-то профит к тому, что они уже имеют. Что они уже имеют. Но не более того. Нужно не забывать о том, что есть еще часть каких-то чиновников, которые эти все тоже деньги отбивают. То есть есть спортсмен, получающий медаль, есть тренер, который так же само равноценно получает такие же самые деньги, ну может меньше, больше, не важно. Часть средств размывается, и эти средства не все получает. Но есть один огромный большой минус во всем этом. Все это хорошо, да, потому что люди, например, которые не любят
работать над собой, ленивые, в полном смысле этого слова. То есть, вот он спортсмен, он зарабатывает медали, а над собой работать он не хочет. Это для них один из выходов, это хорошо. Мы же предлагаем дорожную карту, которая будет работать в каждой стране. В каждой стране. Прежде всего, эта карта нацелена на то, чтобы спортсмен был узнаваемый. Потому что на сегодняшний день даже некоторые олимпийские чемпионы, они не узнаваемые. Я полностью подтверждаю твои слова. Не так. Вот он привозит серебряную, там, золотую даже медаль. Вот о нем заговорили сегодня, А завтра забыли. а завтра просто о нем забыли. Мы же готовим дорожную карту, чтобы спортсмен постоянно ротировал где-то в прессе, чтобы постоянно был на виду у всех. Ну и прежде всего с этого имел профиты. Какие профиты? Прежде всего маркетинговые. Спортсмена приглашают на открытие какого-то клуба, детского садика, дни города, еще чего-то, корпоративы и тому подобное, организация турниров, пятый И и продать десятый. себя И ему человек- легче. И продать себя ему просто не представляет никакой трудности, никаких проблем. Побывав в Грузии, я понял этот феномен на Ливане Сагинашвили, который Его узнают? до прошлого года его никто не знал, кто это такой. Но на сегодняшний день Ливан Сагинашвили правильно сказал, что 10 из 10 человек 7 его уже узнают на улице. Вы представляете, что это такое? Ну, скажем, там, Высокий процент. в нашей стране, узнаваемости, конечно. на Украине, или там, в Польше. Но это уровень звезды первого покрова, скажем так. То есть Да. он сравнялся там с олимпийцами, с борцами, с тяжелоатлетами. Да некоторые олимпийцы и тяжелоатлеты, даже, я думаю, рядом, простите, не стояли. А в чем феномен? За счет чего его начали узнавать? За счет того, что такое событие, как Золотой тур, сильно много после победы, тем более на 2 руки, начали сильно много о нем говорить. Мы высылать и работать над прессой и медиами, самым медиа подхватило это. Да, посмотрите сами на Ливана Сагинашвили. Это человек, который уже сам собой что-то представляет. Сегодняшний день это 165 килограммов огромного просто человека, да еще и чемпиона такого класса. Понимаете? Значит, Ливана узнают. То же самое с Геннадием Квиквинем уже тоже начинают узнавать. И он понял одну важную вещь, что не призовой фонд был самое важное на том турнире. А важно то имя, которое он получил. Да, где его каждый день, каждую неделю получают телефонные звонки, куда-то приглашают, что-то просят, его узнают, приглашают туда, сюда, появляются какие-то спонсоры. И это в масштабе финансовом просто нельзя его оценить. Это огромный потенциал. Если ты приезжаешь с чемпионата Европы, мира, например, и получаешь там 5, например, долларов, да, и ты неузнаваемый, то ты должен просто знать, что пока ты выступаешь, пока ты существуешь, но когда ты не выступаешь, тебя нету, просто нету. И все. К сожалению, это проблема И к сожалению, всего спорта. И, к сожалению, у нас таких примеров просто Масса. масса. А вот мы возьмем, например, того же самого Василия Веростюка. Или, ну скажем так, Пудяновский это чуть несколько другой пример. Потому что он ушел в другой формат, Он ушел в более другой- медийный. он Более уш- медийный формат. Но перед этим он был настолько медийный, что его взяли только исключительно для этого, взяли в этот в другой формат, потому что он уже был медийный. За собой потянул масса людей. Масса людей, да. То же самое Василий Веростюк. Он уже не выступает. Да? Не выступает, потому что, понятное дело, спорт, которым он занимался, приносит какие-то травмы избыточные и тому подобное, и тому подобное. Но человек узнаваемый, человек селебрити, в полном смысле этого слова. Абсолютная звезда Абсолютная в Киеве звезда. узнает каждый Абсолютная человек, и не звезда. только в Киеве. Абсолютная звезда. И то, что дал ему конкретно эта дисциплина спорта, она на самом деле даже спортом не занимается, я говорю о стронгмен, она привела к тому, чему есть на сегодняшний день. Кем является сегодня. Что будет делать лига и конкретно ты для того, чтобы спорт был узнаваемый, и спортсмены были узнаваемы во всем мире?
На В этой дорожной карте Вот. локально, вот, ну, чтобы мы очень коротко пояснили нашим слушателям, нашим зрителям, что PAL USA даст каждому спортсмену, который будет выступать на самом высоком уровне. Прежде всего, PAL USA готовит сертификацию для всех профессиональных атлетов. Что в нее входит? Профессиональным атлетом может стать каждый. Для этого нужно зарегистрироваться. Регистрируешься и уплачиваешь взнос один раз. Больше никаких взносов, ничего не происходит. Единоразовый или ежегодный? Единоразовый. Просто единоразовый взнос. единоразовый взнос. И мы выставляем лицензию профессиональную. Атлет получает у себя лицензию. Мы сертифицируем также спортивные события. Они будут однолитые. То есть весовые категории, столы, связки, сертифицированные судьи и так дальше. И ты То можешь... есть вид спорта приобретает свой, так скажем, костюм, свою оболочку. То, как его презентуют во всем Да. мире, и это отличается от пивного бара, от маек алкоголичек, как любит говорить наш друг. Да. То есть этот вид приобретает правила, по Совершенно. которым его презентуют во всем мире. Да, а дальше уже то же самое, ребята. Мы за каждым бегать не будем. Каждый должен заниматься сам собой. Мы даем инструмент, где вы, скажем, уже не будете как собака без будки. Вы будете людьми, которые можете нажать кнопку и показать каждому своему спонсору, каждому своему там человеку, который хочет в вас инвестировать, показать, где вы находитесь, ваше место. Я задам настоящее. тебе в продолжение этого вопроса, я понимаю, насколько он глобальный, насколько он затратный для PAL USA. Сейчас будет проходить Вендетта, будет проходить Злотый тур. Я знаю, что команда, которая снимала прошлый Злотый тур, насчитывала 60 человек, если не ошибаюсь. Сколько в этом году будет задействовано людей, которые будут обслуживать? На сегодняшний день подсчитано около 100 человек будет задействовано, Около 100 человек. с чего многих людей мы просто даже в глаза не увидим, они будут просто тупо сидеть где-то там, контролировать ту или другую ситуацию и так дальше. Если это не секрет, насколько велик бюджет этого мероприятия? Ну, бюджет Золотого тура на самом деле просто оценить в масштабах одного года, потому что он уже целый Его год. нужно проходит. оценивать именно Да. в масштабах года, потому что есть затраты, есть командировки, есть перелеты, есть съемки, подготовительная часть я промо. скажу так, что если скажу, что это около $500 000, я не ошибусь. А скажи мне другой ответ. $500 000 мы услышали. Когда армрестлинг увидит в себе первый $1 000 000? Армрестлинг, когда увидит первый $1 000 000, Мы же очень быстро развиваемся. Я же вижу, как развивается когда Злотый тур. когда мы увидим, скажем, 30-40 тысяч наших верных фанов, которые капля по капле, доллар по доллару будут честно платить за то, что мы делаем. Не красть у нас материал, а просто будут честно платить за этот материал. Критиковать, естественно, понятное дело. Хвалить нас, пожалуйста. Но все спорты абсолютно профессиональные держатся только исключительно на таком понятии, как pay-per-view. Есть дисциплины, которые держатся на государственных деньгах. Зачастую это олимпийские виды спорта. Гибридное финансирование. Это не только финансирование с бюджета. Это уже и политика замешана, это уже и спонсоры замешаны. Но спонсорских денег никогда в жизни не хватит на организацию подобных состязаний, хорошего турнира. Никогда. Помните одно, что спонсорскими деньгами вы можете только на тортике иметь вишенку, все. А сам тортик? А сам тортик Попробовать не удастся. это деньги, все связаны с монетизацией, с маркетингом, ну и прежде всего с PayPal. Скажи еще такой вопрос. Злотый тур, ну, как я уже сказал, это высшая точка армрестлинга, которую мы видим. Что дальше? Будет ли развиваться Злотый тур? Будет ли развиваться Вендетта? Будет ли наполняться сетка? Будут ли появляться отборочные поединки для профессионалов, которые участвуют в Вендеттах? Я помню твою идею СТОП-16. Будет ли расширяться сетка? И будет ли она проходить раз в год? Либо она будет клонироваться и распространяться частями по миру? Ты оставишь что-то в Польше, либо что-то перенесешь в Америку, либо что-то останется
в каких-то других странах. Либо одного турнира достаточно, и на нем ты можешь собрать всех, кто нам нужен. Да нет, конечно, одного турнира недостаточно. И идея наша с топ-8, это еще раз повторяю, топ-8 это была идея собрать 16 самых лучших спортсменов. Когда мы начали подсчитывать, мы начали уже просто в эту 16-ку впихивать такое, но я даже не хочу этого говорить. И мы пришли единогласно к одному выводу, что из топ-16 должно быть топ-8 самых лучших спортсменов. Вот топ-8, вот 8 самых лучших звездных мы сегодня найдем в любой весовой категории. Топ-8 пар или топ-8 спортсменов? Топ-8 спортсменов, это 4 пары. И это можно делать для разных категорий, топ-8. Ну, естественно, и еще на разную руку. Так вот, на следующий год планируется, заканчиваем, так как говорим, один этап, прописываем дорожную карту, делаем сертификацию, обязательно для всех, абсолютно. Вот. И делаем топ-8 для весовой категории, супер тяжелой весовой категории. Прокатываем вот эту схему на правую руку. И там мы, естественно, увидим самых звездных спортсменов. Никто не будет задавать нам вопрос лишних. Там в дорожной карте написано все. Кто эти спортсмены, почему они попали Почему в они, топ-8, как за они, какие заслуги. как попасть туда, в это топ-8. Вот давай здесь акцентируем внимание. Я думаю, что многие наши ребята очень хотят знать, как туда попасть. Вот существует спортсмен, он хочет попасть в топ-8. Мы не будем говорить конкретно, что ему нужно выполнить. Есть ли какие-то рубежи, которые ему нужно пройти от чемпионата своей страны и выше, Европа, мир, злотый тур? Какие шаги для них ты уже предложил в этой дорожной карте? Если мы говорим о дорожной карте и сертификации, то в сертификации нету ни одной, значит, там одна весовая категория с Европейской Федерации там, или мировой федерации. Мы говорим о тех весовых категориях, которые присутствуют на золотом туре. На И профессиональном только, турнире. на профессиональном и только. Единственная дорога перейти в топ-8, то есть в тот формат, где спортсмены будут приезжать за наш счет, оплачиваться будет абсолютно все, будут одеваться за наш Формат счет. вендетты. Формат вендетты. Мы будем только исключительно делать через золотой тур. Многих спортсменов интересует, что необходимо сделать на золотом туре, чтобы получить эту квалификацию на вендетту. Ну, прежде всего нужно, значит так, формат вендетта, он не отменяется априори в категориях или в классах ниже спортсмена. То есть спортсмен, который даже занимает в турнирной сетке золотого тура 15-20 место, он может выступать на армфайтах. Для этого могут организовывать сертифицированный армфайты, может организовать каждый. Сертифицированный организатор. Организатор, да. А попасть в топ-8, это, естественно, нужно быть первым в золотом туре, однозначно. Потом у тебя есть возможность с первого места золотого тура перебороться с человеком, который занял 8 место в топ-8. И если ты выигрываешь этого спортсмена, ты переходишь. Игорь, благодарю тебя еще раз за то, что уделил в своем плотном графике время для интервью с моим каналом, для того, чтобы побеседовать со мной. В преддверии Вендетта 50, в преддверии золотого тура, я хотел бы, чтобы ты обратился к своим зрителям и сказал, я думаю, наверняка тебе есть что им сказать. Прежде всего, дорогие друзья, зрители, любители, болельщики армрестлинга, смотрите нас, неважно где и как. Смотрите нас в прямом эфире Арбес ТВ, или же приедете к нам посмотреть вживую, как это все выглядит. Я вас приглашаю, естественно, все возможные разрешим ваши проблемы с переездом и так дальше. Болейте за нас, болейте за своих любимых бойцов. Помогайте, чем можете нашим парням. Да и не забывайте о том, что есть люди, которые это все организуют. Вкладывайте сюда не только свои деньги, потому что деньги это одно дело. Вкладывайте свои умения, вкладывайте знания, уже не говоря свое здоровье. Спасибо еще раз, Игорь. Я желаю от себя, чтобы Вендетта 50 собрала максимальное количество просмотров. Я желаю лично тебе, чтобы все-таки первый $1 миллион в армрестлинг привел ты. И желаю нашим болельщикам, чтобы все остались довольны от того, как наш армрестлинг развивается.